Добрый вечер, дорогие мои. Сегодня я встречаюсь с вами, чтобы продолжить тоже обсуждение на тему лишний вес. Значит, до этого мы уже говорили, обсуждали эту тему, причины лишнего веса, почему возникает, есть какая-то первопричина, да, то есть зачем-то он нужен, от чего-то он защищает человека, а возможно есть какая-то вторичная выгода. Вот, поэтому надо, конечно, смотреть, задавать вопросы, чтобы выявить эту первопричину. Затем, значит, дело в том, что лишний вес– это верхний слой, как и кожа, он, ну, это подкожный слой, он играет защитную функцию, выполняет защитную функцию. Вот, и от чего-то он нас защищает. Вот. И это своего рода механизм, стратегия адаптации к окружающей среде от каких-то опасностей, потому что основная функция кожи и верхних слоев, в том числе жировой прослойки, это защита от каких-то опасностей. Возникает это также от любого некомфортного состояния. Это может быть стресс, страх, которые угрожают для нашей жизни. То есть это стратегия реагирования на опасности. Кроме того, это может быть какое-то напряжение, связанное с этим самым стрессом. И в отличие от животных, мы не умеем переносить, разряжать как бы наши инстинкты, наши негативные эмоции. Мы их просто сохраняем, храним в теле. В результате, как защитная реакция, идет накопление. То есть наше поведение, да, меняется таким образом, что мы пытаемся его компенсировать, это напряжение за счет еды. В данном случае еда. Могут быть другие реакции. Вот. Еда– это как источник удовольствия и радости. Вырабатывается гормон радости, эндорфин, счастья. И человек как бы привыкает к этому, становится своего рода зависимым от еды, когда он пытается компенсировать это напряжение, стресс, страх в теле. Вот. И причем накопление жира, жировой прослойки происходит в разных местах иногда. Вот. И сейчас мы поговорим как раз на эту тему. То есть, например, накопление может быть в области подбородка и шеи, так называемая воротничковая защита, когда, например, какие-то действия навязаны нам, и мы не согласны, они не были согласованы с нашим мнением, с нашим желанием. Есть какая-то недосказанность, да, в области шеи, и вот здесь происходит накопление жировой вот этой прослойки в области подбородка и шеи. В области спины тоже бывает такое накопление, когда человек взваливает на себя какую-то ответственность и тащит на себе эту тяжесть на своей спине. Вот. И тут, конечно, во время проработки, да, мы спрашиваем, что там произошло, что человек взвалил на себя. Иногда сразу происходит какое-то осознание. Далее, область рук. Ну, вы знаете уже из психосоматики, что руки– это то, что мы к себе или притягиваем руками, это прикосновение, а также отталкиваем руками.
То есть когда нам не хватает тепла, мы хотим объятий, нам не хватает любви, то здесь в этом случае происходит накопление рук, особенно верхней части рук. Ну, например, это может быть, когда мы не отпускаем кого-то, например, детей. Вот, это значит область рук. Зона живота. Живот, вы знаете, играет очень важную роль, и в то же время это область, вы знаете, страха. Да, здесь хранятся страхи. Страхи разные. Это может быть страхи, которые мы несем с собой из прошлого, а также страхи за будущее, неизвестности и так далее. Вот. И это тоже необходимо от этого избавляться, потому что нам не нужно тащить эти тяжести с собой. Вот как раз на нашем курсе, да, мы все эти зоны а, проходим как телесные зажимы или даже мышечные панцири и знаем, как их прорабатывать. Иногда в области живота идет накопление после родов, да, но поскольку жир здесь выполняет защитную функцию для сохранения эмбриона, вынашивания плода. Вот. И после родов как бы остается это, эти отложения, но дело в том, когда они не проходят, то это говорит о какой-то причине, почему это происходит. Как я говорила на первой половине обсуждения лишнего веса, причины могут быть разные, например, нежелание быть сексуальной, привлекать внимание и так далее. Накопление в области бедер, задней части, нижней части спины говорит о малоподвижности, отсутствии активности, нежелании двигаться, нежелании рисковать, двигаться вперед, что-то мешает двигаться вперед, двигаться к целям, развиваться, возможно. Какие причины в этом? Тоже можно выяснить. Спина– это груз прошлых обид и переживаний, вот, который мы тащим с собой, он сзади нас, может быть, проявляться как какой-то даже горб какой-то и так далее. То есть какие обиды несем мы с собой. И какие вопросы задавать во время проработки. То есть мы, во-первых, узнаем момент, когда пошло накопление веса, в каком году, что там произошло, от чего человек закрывается. Ну, тут разные причины, возможно, наоборот, привлечь внимание, не хватает внимания родителей, детей, там, мужа, или наоборот, снизить сексуальность. Очень много разных причин. Может быть, значимость, движение по карьере, чтобы стать больше, значимее, или наоборот, незаметной, непривлекательной. Хотя у некоторых, наоборот, стратегия, что быть пышной, мужчине, мужу нравится такая пухленькая жена. Нежелание двигаться, как я уже сказала, тоже может быть такая стратегия. Вот, то есть также определить вес. Какой вес? И эта цифра может иметь тоже какое-то значение. Возможно, это какое-то значительное событие произошло, это связано с этой цифрой. Тело как-то автоматически, бессознательно начинает накапливать вес. Например, дата развода,
с любимым человеком, потеря любимого человека в таком-то возрасте и так далее. О чем говорит эта дата? Какие события произошли? Как проработать вес? Во-первых, нужно его полюбить, вернее, тело, да, оговорилась. Как проработать лишний вес? Во-первых, полюбить свое тело. Какое бы оно ни было, конечно, накопление идет из-за нелюбви к себе. Нелюбви к себе– это самая главная причина. Полюбить свое тело, принять его таким, какое оно есть. Мы его сами выбираем перед нашим воплощением, и оно нам говорит о чем-то, о каких-то наших а, уроках, которые нужно пройти. Принять себя, полюбить себя. Любая любовь начинается с любви к себе в первую очередь. Обратить на это внимание. И тоже один из как бы способов– это написать письмо своему телу. Написать письмо и в этом письме написать, за что мы любим наше тело, за что мы его любим, за что мы ему благодарны, что мы хотим изменить, что нам не нравится в нашем теле. Тоже нужно указать, чтобы понять, осознать это. Возможно, придет понимание, что, в общем-то, нету таких у нас уже а, как бы желания изменить его. Ну, если есть, то мы можем это как-то отработать, откорректировать. И обязательно извиниться за то, что мы что-то не принимали у нашего тела, что-то не хотели видеть. И обязательно поблагодарить. Благодарность. Благодарность за тело такое, какое оно есть. Поблагодарить с любовью, с принятием, большим принятием. Выйти на безусловную любовь и принятие, осознать, что тело нам говорит о каких-то уроках. Это симптом. Симптом о том, что мы его не принимаем, мы не любим себя. И если мы не любим себя, у нас возникают какие-то проблемы с нашими близкими людьми. А может быть, эти проблемы, собственно, и повлияли на то, что мы не принимаем наше тело и пытаемся как-то уйти от принятия его через заедание. Хотя, когда мы принимаем свое тело, наконец, мы можем найти другие источники радости, отвлечься от еды и найти другие источники, а, такие как саморазвитие, ам, да, занятия йогой, прогулки на свежем воздухе, какие-то хобби, живопись, танцы и так далее, общение с другими людьми. И, конечно, проработка негативных эмоций в первую, тоже, ну, скажем, после принятия своего тела, это как бы самое главное, проработка негативных эмоций и выйти на любовь, принятие и благодарность. Тогда мы полюбим свое тело таким, какое оно есть, и все соответствующие какие-то конфликты, нерешенные проблемы с близкими людьми, даже, может быть, какие-то ам, ситуации, связанные с социумом, они сами собой разрешатся, потому что мы проработаем свои эмоции, свои страхи в первую очередь. Поймем, что мир нам безопасен, совершенно безопасен. Так и надо проговаривать, что мир безопасен, что мир это любовь,
что мир это возможности, и я открыта для этих возможностей, для любви, для принятия. Я спокойна. Также очень важно делать практики на расслабление, которые есть в наших группах. Расслаблять тело от напряжения. Напряжение– это стресс, это страхи. Поэтому расслабление поможет во многом также расслабиться и легче проработать негативные эмоции, принять себя и выйти на любовь, благодарность и спокойствие. Благодарю вас за внимание. До следующих встреч.